Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня у меня подборка материалов под бокалы. И также я расскажу, какие бокалы бывают, как подбирать декор в зависимости от покраски, или бокал у вас вот чистый такой, как подобрать декор, как подобрать размеры стразовой цепи, размеры страз, чтобы не получилось, что стразовая цепочка у вас мелкая, а когда вы приклеиваете стразы, все торчит и грубо смотрится. И многие другие мелочи, которые стоит учитывать при работе. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. У меня вот такие высокие грациозные бокалы, и здесь у меня покраска в нижней части. Для такой покраски выбирают обычно декор пояс, или как он еще называется. Это берется стразовая цепь по покраске, вот она опускается вот здесь, и другая окантовочка идет чуть ниже, вот здесь. Конечно, все это в одном размере, и затем заполняется все стразами. Стразы надо подбирать в зависимости от того, какая у вас цепочка. Вот здесь у меня 2,5 мм, здесь у меня 2 мм. И также надо смотреть, какие у вас стразы, чтобы не получилось, что при заполнении вот стразы будут торчать как бы выше уровня стразовой цепочки. Это надо учитывать, чтобы ваш бокал смотрелся красиво. Также есть стразы вот такие угловидные и есть стразы плоские. При работе тоже надо учитывать, как их приклеивать, чтобы также не получилось, что стразы находятся на разном уровне. Можно сочетать стразы нескольких цветов, например, белые и вот такие красивые желто-золотые. Рассказала именно про такую покраску. Есть покраска, которая вот так вот выше идет. В этом случае делается как бы основной декор. Вот, например, вот будет такая брошка, и от нее уже именно по покраске будет идти вот эта окантовочка. И затем уже можно оставить вот этот яркий декор или немного дополнить его, вот так сводя на нет на другую сторону. Также есть, вы, наверное, видели у многих мастеров, покраска амбре. Это вот идет снизу темнее и светлее, 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 и сюда уже сходит на нет. Тоже очень интересный вариант декора. Можно украшать как стразами, так с переходом вверх, где страз становится меньше, меньше и меньше. Очень красивая покраска. Можно украшать бокалы чистые. У меня на канале есть урок, где я показывала, где украшена ножка, и здесь стразы сходят на нет. Очень красиво смотрится, и при этом не, как бы сказать, бокал не кажется тяжелым. Для работы я использую камни как без цап, так и с цапами. И обычно вот эти камни, которые в цапах, я снимаю их. Как я это делаю? Многие это делают ножницами, но я не рекомендую. И сейчас объясню почему. У ножниц есть толщина, и когда мы будем вот сюда подлезать, камень мы можем поцарапать. Я использую строительный нож. Вот он такой узкий, поэтому вот так подлезаю и сразу отстегиваю. Вот я подлезаю под камень. Вот таким образом. И получается, что у нас вот все красиво и аккуратно. Ой, упал. И как я подбираю стразовую цепочку в зависимости от размера камня. Вот если я возьму большой камень и вот эта цепочка будет рядом, то она как бы будет теряться. Поэтому надо брать цепочку побольше. Вот здесь она уже заметна. И как я обычно окантовываю камень. Я беру цепочку вот так по кругу. Все материалы я всегда заранее подготавливаю. По крайней мере, стараюсь. Если что-то в процессе работы мне не хватает, то, конечно, я там дорезаю. И всегда делаю один край чуть выше, чтобы у нас получилась именно капля. Вот один устанавливаю вот так.
и окантовываю полностью камень. И вот вы видите, один камень, один страз вот сюда, чуть ниже. Поэтому получается вот такая капля. Если у меня стразы поменьше, то, конечно, я беру цепочку поменьше. И как окантовываю вот такие кошачий глаз стразы. Я также вот так подгоняю один край выше, вот здесь выше и вот здесь. Это у меня выходит, по-моему, 8 страз. Еще раз примеряю. Это занимает, конечно, много времени. Некоторые думают, что наклеить стразы это раз-два и все приклеено. И также примеряю вторую часть. Там у меня было 7. Раз, два, три, 7. Вот. Один край у нас будет более вытянутый, а второй вот так рядом. Вот. И у нас получается очень красивая окантовочка. Также поступаем с маленькими камнями. Если это круглые, то с круглыми. И когда я уже определилась, что мне вот с одной стороны у меня идет по 7, с другой по 8 звеньев, затем я нарезаю, подготавливаю материал. Раз, два, три, 4, 8 с этой стороны. Подготавливаем материалы столько, сколько вам надо. Если что-то лишнее, то всегда можно применить в другой работе. Дизайн я всегда стараюсь заранее продумать и иметь представление, как будет располагаться. И сейчас мы с вами сделаем вот такой вот дизайн, очень популярный. И затем попытаемся с вами сделать вот такую брошку. Вот она у меня вот здесь. Я беру камень, мы уже с вами нарезали цепочку. Если я продумала дизайн заранее, то я все это сразу делаю на бокале. Но сейчас я вам покажу, как это делать, чтобы заранее посмотреть. Я использую вот такой не пенопласт, а губку, или даже не знаю, как ее назвать. Просто на ней хорошо держатся камни. Беру следующий размер. Конечно, в зависимости от работы, иногда бывает, что я продумала дизайн, но он у меня меняется в процессе работы. Вот, расположила камень сюда. Теперь у меня идут вот такие камни. Камни можно использовать любые. Здесь я использую вот этот уголок для того, чтобы у меня дизайн получился вытянутый. Если вы хотите наоборот, можно вот так наоборот, тогда получится немного по-другому. В следующем видео буду украшать бокал, поэтому буду клеить сразу на бокале. Всегда что-то уплывает куда-то, но все можно вернуть на место. Беру следующие стразы, располагаю все вот к этому уголку. Там можно еще маленький камушек добавить. Это в зависимости от того, насколько вы хотите свой дизайн вытянуть. И теперь вот эти стразы. Если я показывала вот до этого стразы, у меня были вот такие, они неровные, вот эти стразы ровные. Ровные стразы лучше располагать по краям. Если вы расположите их где-то в середине дизайна своего, то он как бы немного будет проваливаться. Это надо тоже учитывать. И вот добавляю сюда, и вы видите, как уже красиво получается. Также можно декорировать, чтобы дополнить, чтобы дизайн был более полный. Так, все у меня тут двигается. Можно использовать стразы, вот обыкновенные стразы. Так, вот они у меня тут. И дополнить. Да что ж такое, убегает все у меня. Вот, дополнить. Вот таким. И вы видите, как красиво получается. Вот здесь готовый ровный дизайн. Сейчас приступим к следующему дизайну. Вот такой. Очень мне нравится. Легко. Покажу, как делать под наклоном.
Вот такой дизайн очень красиво смотрится на бокале. Когда я буду делать, я вам покажу, как сделать так, чтобы все было ровно, так как здесь у нас шире, здесь будет уже. Это я подробно буду объяснять. И вот я беру свои стразы, под углом располагаю их и примерно оставляю расстояние для цепочки. Когда будем работать на бокале, здесь у меня просто расположено. На бокале будем располагать именно по, где идет покраска. Тогда у вас получится все ровно. И теперь я беру цепочку одну. И еще один такой маленький нюанс. Цепочки всегда располагаем. Если с этой стороны 8 звеньев, значит всегда именно с левой стороны будет 8 звеньев. Не так, что с одной стороны 7 звеньев, с другой 8. Иначе получится небольшой такой скос, будет очень некрасиво. Вот я располагаю свои 8 звеньев, цепочка. И теперь беру 7 звеньев с другой стороны. Когда нанесен клей, это все более держится, никуда не уползает. Сейчас у меня здесь немножко все уползает, поэтому, наверное, будет дольше по времени. И вот таким образом делаем все сразу. Если мы делаем одну операцию, то продолжаем с этой же операцией. Не кидаемся с одной стороны на другую, или один камень приклеили, полностью его окантовываем и все остальное. Поэтому вот я советую заранее продумывать дизайн, чтобы вы знали, как у вас идет расположение. Затем я буду располагать вот эти капли вот сюда. Следующие вот сюда, чтобы заполнить вот эти вот пустые места. Вы видите, как все. Сегодня урок такой нудный, так скажем, но очень полезный. Я вам покажу много мелких нюансов, которые надо учитывать. Вот у меня тут все плавает, но ничего. И затем уже, вот, чтобы заполнить еще и пустые места. Так, где у меня? Вот. Между ними еще будут вот такие маленькие стразы. Можно разных цветов делать. Я имею в виду, что вот белое сочетается с шампань у меня. И вы видите, как красиво и аккуратно все получается. Еще один популярный дизайн именно вот в такой ромбовидной форме. Я беру любой камень, он у меня немного не круглый, а вот овальный. И затем располагаю. Его можно окантовать, можно этого не делать. Здесь у меня идут подлиннее стразы, и по бокам у меня будут стразы покороче. Также подбираем все размеры заранее и все подрезаем. И затем у нас идет окантовка, как мы уже и делали. Так, 7 и 6. Ой, то есть 8 и 7. И продолжаем. Здесь у нас будет покороче 7 и 6. За счет того, что у нас страза здесь длиннее, получается такой вытянутый красивый узор. И затем вот эти пустые места заполняем другими стразами. Их можно клеить наоборот, вот так вот. Вот вы видите, чуть-чуть по-другому. Их можно клеить вот так. Это в зависимости от того, как вы продумали свой дизайн и что вы хотите сделать. Создавать узоры из страза это легко. Некоторым кажется, что это очень сложно. Ничего сложного нету. И вы видите, что уже получается. Очень красиво. И затем опять, чтобы заполнить пустые места, мы добавляем маленькие стразы. Можно не добавлять. Можно сделать здесь окантовку. Сейчас я попробую вам показать. Вот только поменьше надо. Вот здесь окантовочку. Тоже будет очень красиво смотреться. Ну, пускай вот так вот будет. Вот вы видите совсем другой узор. Это все в зависимости от того, что вы задумали.
И получится вот такой дизайн. И сейчас один из моих любимых дизайнов. Попытаемся с вами повторить брошку. Я также взяла вот такую вытянутую каплю. Конечно же, у нас идет окантовочка. Все красиво располагаем. Один край всегда длиннее, другой короче. Вот. И теперь подбираем стразы. Можно в любом, где короче, где длиннее, это уже выбираете вы сами. Так, вот у меня тут закончились вот эти стразы. Сейчас я обратно вот их сюда, не успела их из цапа вытащить. И вот вы видите, все у нас вот здесь собирается, чтобы у нас был красивый дизайн. И теперь начинаем украшать вот этими камнями. Как я уже говорила, эти камни лучше располагать по бокам, не в середину. Если в середину, то у вас будет такой маленький провал. Наверху у нас здесь будет большой камень. Вот здесь поменьше. Я уже все дизайны у меня практически держатся в голове, поэтому я всегда могу сразу делать на бокале. Если вы делаете это в первый раз, то, конечно, лучше все продумать заранее. Стразы клеим под таким углом, чтобы у нас не получилось слишком все приплюснуто. Вот немножко в сторону их так отгибаем. И тогда они смотрятся намного лучше. Стразы также можно располагать вот в таком виде, развернуть их. И можно любого размера. Вот видите, какая у нас красивая брошка получается. Здесь просто камни побольше, у нас поменьше. Вот какая красота. И это очень красиво будет смотреться на бокале, но где у нас покраска чуть повыше. Сегодня я вам показала несколько дизайнов. Надеюсь, урок понравился, был полезен и вы узнали что-то новое. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. Я постараюсь уделить внимание, рассказать и поделиться своим опытом и маленькими секретами. Творческих успехов вам и до скорой встречи! В следующем уроке мы с вами будем декорировать бокалы. Я покажу вам, какой же дизайн я выбрала.